Сейчас у вас добрые люди. В общем, вот она целина. Здесь 8 соток, закладка нового виноградника. Потихоньку буду вас держать в курсе дела. В общем, здесь росли деревья, вернее растут. Я занимаюсь выкорчевкой. Вот здесь одно дерево было, самосеянцы. Вот тут вот тут у нас боярышник, тоже буду выкорчевывать. В общем, земля эта не обрабатывалась, я думаю, лет 15-20 точно. Что в планах? В планах закладка нового виноградника, особенно упор делает на подвойных сортах, то есть делать маточники подвоев. Также столовые сорта. Вот уже нитку проложили, копаем ямы с сыном. И Света тут пытается нам помогать. Блин, я ей не даю, она улавливает моменты и все равно продолжает. Хотя я противник этого. Ладно, какие планы? Планы следующие. Вот это полностью целина. Света планировала, мы уже даже заказали трактор. Света настаивала, чтобы это все перепахать, переорать. Заказали тракторец маленький. И у него там плуг 1,5 метра, по-моему. Я был противником. Света говорит, нет, вот от этой вот всей травы сначала надо переорать. Спорили мы с ней дня 3. Доходило до таких повышенных тонов. В итоге что я сделал? В итоге говорю, Светик, иди сюда ко мне. Пожалуйста. Все-таки. Она и все еще приверженец старых методик. А я все-таки пытаюсь что-либо новое. Вон и Сюня со мной пришла. В общем, смотрите, что я вам хочу продемонстрировать. Беру любой участок. Вот любое. И смотрите, как легко заходит лопата. Сейчас я тут. И смотрите, какая земля, которая не обрабатывалась лет 20. Посмотрите, она идет как гранулами. Самое интересное, где бы я ни копнул, ну, кстати, вот вам и доказательство, там дождевые черви. То есть здесь своя среда. Вот эти корешки, то, что я, в общем-то, в своих видео делал. Посмотрите на эту рассыпчатость, на эти вот гранулы. Вот просто на эти гранулы. Посмотрите на структуру земли. То есть она, самое интересное, что она влажная. Но она, вот я сжимаю, она влажная. Но она не сбитая. Вот она опять раз и на гранулы развалилась. Она рыхлая. Это то, о чем я говорю. Вот смотрите, то есть вот это старая трава, которая вот эти ходы, выходы какие-то. И ну просто офигительная земля. Вот она в руках рассыпается на такие классные гранулы. Нет, вот не получается единой структуры. Вот, смотрите. Вот она какая. Видите? Получается. И вот. И она влажная. И вот опять червь. Везде черви. В общем, взял я эту землю. Вот так вот. Взял эту землю. Здесь выкопал. Вот такой вот кец. И пошел к нам во двор с этой землей. И начал копать у нас во дворе. Точно так же. Поставил эти 2 кома земли и говорю, Свет, сравни. Через буквально 3 минуты Света звонила уже трактористу и говорила, все, отмена.
ничего не надо. И Света поняла разницу в структуре, ну, во всем. Земля другая. Я не знаю, как это видно на камере, но она другая. В итоге мы решили садить виноград вот так, как есть. Сейчас уже едет к нам коса. И мы просто это все сбреем. На посадку винограда вот у нас все тут разграничено. Ямы уже есть. То есть на посадку винограда это никак не влияет. То есть корни винограда будут тянуться сюда, сюда, сюда. Самое интересное, что удобрять не нужно. Вон есть классный добрый человек, Рустем Крым. Так он говорит, что он этого добивался многие годы. Вот такой вот такого качества земли. И уже 9 лет не используют удобрения под корень. Вообще. То есть это получается экономия. Даже с точки зрения денег это офигительно. То есть и в общем-то вот так вот мы будем сажать виноградник. Абсолютно без оранки, без ничего. Вот такая вот в такой вот штуки. Сейчас я возьму вот этот ком земли и с ним пойду. Специально придется мне отнести его домой. И там я копану ту землю, которая обрабатывалась. Бурьянчики вырываются, Света бегает с сапочкой. И мы сравним, как копается. То есть вы видели, вот я копанул, и посмотрите. Вот они, корешки пронизывают землю. Здесь какие-то ходы, выходы. То есть, ну, совсем другой коленкор. Совсем. Как говорят в Одессе, две большие разницы. В общем, я пока отключаюсь. Дальше мы идем. Отнесу этот ком домой. И там включусь. Сегодня он со мной домой шагает. Старенькая уже. Но ничего, живет, и слава богу. В общем, вот принес я эту землю. Теперь, я ему Светик показывал, сейчас видно. Вот тут вот у нас обрабатывалась вот земля, кстати, вот Тохина малина вот. Тут посажена, принялась, растет. Тоха, спасибо большое. Вон така она. жирненька, зелененька. Да. Всім доброго дня. Да, вот, короче, вот эта земля обрабатывалась 100 раз. Вот Света с сапочкой бегала. Давай я буду Марину малину не наступить. Так, дивлюсь. Вот я здесь копаю. Точно так же. И смотрим. Во-первых, цвет какой-то другой. Кстати, у нас какая-то чернее. И вот, ну, кстати, тоже червяки. Все ж таки моя праця. Да, ну вот, смотри, Видно. вот сухой слой, вот он. Так. Здесь сухого слоя нету вообще. Он начинается, вот трава начинается, здесь уже начинается влага. И нет вот этой сбитой вот этой вот штуки. Вот оно, камень. А здесь вот оно все, вот этот, вот 2 кома. Давай возьмем 2 кома. Блин, ну вот оно все какое-то. Здесь вот взбитые камни, вот они. Вот чтобы мне его разломить, Ну, стисни його. ну, усилия надо. Угу. Здесь я его беру, она рассыпается вот. Опять-таки, вот здесь вот мне надо вот камень. Мне, чтобы его развалить, надо вот усилия. Извините за руки. Здесь это все вот само оно. Вот. И чем все-таки вот эти последние инновации, там ноутил и тому подобное, я все-таки склоняюсь к тому, что это все-таки лучше. Вот, и вот смотри, вот структура, вот трава, причем она вон даже принялась. И вот здесь уже начинается влага. Вот она, влага. Вот я беру ее, сжимаю, влажная земля. То есть аэрированная. Так, вона легка і пухка. Да.
Я здивована. Ну, там корінців в неї дуже-дуже багато. Я сказал, вот мы пошли на тот участок, я сказал, что изначально ты хотела трактор. Ну, я не забыл единственное сказать, что ты хотела трактор именно под ряды винограда сделать, а межрядье оставить в этой траве. Так. Вернее, сначала ты хотела все переурать. Потом, когда мы А спорили, от там під помідори. да, я потом хотя бы говорю, давай межрядье оставим, говорю, ну так, чтобы уже все-таки играть в демократию семейную. Все-таки согласился, 50 на 50. Но потом я все-таки не выдержал и пошел тебе показал. Вот твое мнение какое? Вот после того, как я тебе показал. И вот смотри, опять-таки, в каждом червяк, в каждой. Твое мнение, а вот эта земля сухая, вот она, и камни, Вона грудочками береться. и грудочками, да. О, здесь тоже у нас. Ну, це пух, дійсно пух. Я була дуже здивована, коли ми з сином пішли копати оці ями для винограду. Думала, що не вкопаємо, але, Легко. ну, Я сказал, что легко. ты копала, но я противник. Когда я узнал, что ты копаешь, по нычке пошла, кстати, от меня. Ну, ты подтверди это, ну, что, а то пипец. підтверджую. Ну, я хотіла подивитися, що Вот з- эта земля, вот. Я ее трясу, камень остается. То есть и надо усилия приложить, чтобы это все... В общем, вот такой вариант мне больше нравится. Ну, давай з таким варіантом будемо працювати. Да, вот единственное, я сказал, что коса уже к нам едет. Ой, извините за палец. Опять камер. В общем, у нас все цветет. Это наша райская яблочко. Райська яблунька. Да. Тут А просто, це звичайна яблунька, але Здесь ж теж смачна. просто яблоня. Гарнівня. Это раннее такое ватное яблоко, но Воно не ватне. Ну, воно ватне, коли вже перестигає. А так воно хрумке, кисленьке. Те, що люблять наші дітки. ну да. Я люблю солодке. А вот это наша яблоня, она твердая, она позднее. Покупали мы его как Фуджи, но в итоге это не Фуджи, но тоже неплохое. Вишня уже отцветает, черешня отцветает, Мені на радість. да. И слива уже отцвела, и в принципе сливой будет. А персик, как я не обрабатывал, курчавость его тронула курчавость. Ну, трошки зачепила. Да, но сейчас, Воно зупинилось, воно далі не йде. ну да, Так, зупинилось. ти дивись, там теж. Но я жду уже, чтобы контактниками потом пока цвет. Хотя по цвету работал, но все равно не остановил. Так что вот так. Что касается... Так, смотрите, у нас позавчера было 0 градусов в Одессе. На закалку абсолютно, ну вот никак. Я посмотрел погоду по Украине, по всех районах. Она такая плавающая, непонятная. Я же говорю, у нас написали в Одессе вчера ночью, что будет плюс 6. В итоге у меня было 0.1, то бишь 0 градусов. Посмотрел, что в Одессе начнется завтра или послезавтра плюс 4, плюс 3. Это они пишут. Ну, соответственно, так как они писали плюс 5, плюс 6, это может быть, наверное, еще меньше. В итоге получается, что я начну что-либо предпринимать на закалку саженцев после 5 числа. В общем, для себя я решил, что отправки после 15 числа. Вы меня, пожалуйста, извините, но я не хочу рисковать. И 15 число и точка. Кому нужно раньше, ну, блин, я не согласен. Извините меня, пожалуйста. До 15 числа я не хочу, потому что еще непонятные вот эти погоды. Как-то все нестабильно. Особенно то, что пишет и на самом деле.
оно не совпадает с реальностью. Еще раз повторюсь, нам обещали вчера ночью +6. В итоге было 0 градусов. Сегодня ночью или завтра ночью +4. И я так понимаю, это будет еще меньше. В общем, вот такая вот штука. При этом, при всем, я сейчас вам покажу, отключусь. Так, вот, включаюсь. При этом, при всем, виноград весь плюс-минус вот такой вот. Начинает, ну, в принципе, на стадии 3-4 лист. Завязи уже, где палец, вот, завязи уже видны. При том, что было 0 градусов, ничем не обрабатывалось из криопротектора, в принципе, ничего нигде не тронуло. То есть даже вот в таком состоянии 0 градусов виноградник выдержал. Сейчас покажу другие кусты. Так, это другие кусты. Это у нас это у нас этот Shine Muscat. Еще один куст я себе сделал в прошлом году. Видите, какой он другой. Это у нас все японцы. Это Sunny Dolce. Это у нас Винг. Это у нас молодой кустик привитой. Начинает прививаться. Это Canada Beautiful Finger. Все японцы. Здесь у меня только японцы. Это у нас Тинзан. Просыпается. То есть Тинзан вот так выглядит. Это Queen 7 или Медовая Королева, но пришел он ко мне как Queen 7, тоже просыпается и тому подобное. Вот 3-й или 4-й куст, это я осенью посадил свой саженец Джавелина, вот он просыпается привитой, это на РРе он сидит, ну и так далее. Так, получил посылку, покажу вам, это Quantum, покажу, что я приобрел. Ольга, спасибо вам, что ко мне пришли оригиналы. Ольга — это представитель Квантума, что уделили мне время поговорить. Так, что я приобрел? В очередной раз, смотрите, уже этикетка другая. Прикольно. Хамелеон. Я им пользуюсь для подкисления баковых сумешей. То есть это, видите, кондиционер-буферизатор с выраженной подкисляющей идеей. То есть я его использую, подкисливаю им воду. Так, чтобы там оригинал, не оригинал. Смотрите, вот точно оригинал, потому что я его покупал у представителей. Вот так выглядит. Мало ли. Сейчас видите, что делается. Так, дальше я купил Катрин. Это я посмотрел у Тудора в видео. Буду пробовать. Так как у меня вода со скважины, я попробую сначала. То есть я купил литруху, попробую. То есть это концентрированное калийное добриво, кондиционер грунту, корректор засоления. Буду пробовать, не знаю. Посмотрим. Этим я пользовался, доволен. Поэтому купил еще раз. Причем это уже не первая, не третья банка. Так, также, смотрите, заказал фитофос. Фитофоса с Ольгой переговорил. Она говорит, а если не будет фитофоса, потому что уже фитофоса оригинала мало. Его уже не выпускают. Поэтому уже, в принципе, на рынке его практически не осталось. Она была не уверена, и она мне спросила, а если не будет фитофоса, то что? Я говорю, ну тогда фитофос плюс. Поэтому сейчас, в общем-то, я смотрю, Геннадию Григорьевичу все-таки фитофос приехал, старый добрый. Я сейчас попробую вам объяснить разницу. Про оригинальность я говорить не буду. То есть нужно покупать у тех, кто действительно является официальным распространителем этих препаратов. Но я вам сейчас расскажу, что, где, когда и как отличить. То, что мне рассказали в Квантуме. Так, смотрите, на рынке существует сейчас экстрафос калий.
Вот давайте предположим, что он здесь. Вот экстрафос калий. Продается он только... Почему? Я вообще заказывал экстрафос калий или фитофос. Но мне сказали экстрафос калий только минимум в 5-литровках и выше. Соответственно, я уже изначально от него отказался. Потому что сначала новые препараты для себя беру в литровках, а потом уже, если что, повышаю, если понравилось. Поэтому от 5-литровки я отказал, экстрафос калий я отказался изначально. Поэтому потом стал выбор или старый добрый фитофос, вот это моя банка с прошлого года, или фитофос плюс. В итоге мне достался фитофос плюс, так как уже не нашлось старого доброго фитофоса ни у одних представителей. Поэтому сейчас я вам буду рассказывать. Так, существует экстрафос калий. В экстрафосе калий. Давайте начнем с фитофоса, старого доброго, от первого. Старый добрый фитофос. У него калий и фосфор по 25%. Но вот в нем фосфор разделен на две составляющие. Фосфор в фосфитной форме и в фосфатной. И каждого по 12,5%. Соответственно, вот этот вот фосфор, который 25, это 12,5 фосфаты и 12,5 фосфиты. То есть вот это добрый старый фитофос, про который я уже рассказывал и все рассказывали. Далее, экстрафос. Ему на смену пришел точная копия, скажем, не точная копия, но ему на смену сейчас фитофоса уже нет. Все, его уже нет. То, что вот фитофос, это все старое. Существует только сейчас экстрафос, калий и фитофос плюс. Вот ему на смену пришел экстрафос калий. Там такое же количество, 25 на 25 калия и фосфора. Но вот в нем уже фосфор полностью 25% в фосфитной форме. То есть он получается лучше, экстрафос калий лучше, чем старый добрый фитофос. Соответственно, если у кого есть возможность или кто хочет 5-литровку, то экстрафос калий теоретически лучше, чем фитофос. Я не пробовал. Но давайте пока так. Далее. Получилось, что я все-таки взял фитофос плюс. В чем их отличие? В фитофосе плюс фосфора и калия по 17%, и фосфор весь в фосфитной форме. Но здесь есть 3% азота, и плюс там в малых количествах сера, бор, феррум, купрум, цинк, молибден. То есть медь, железо, цинк, бор, сера. В очень маленьких количествах. То бишь здесь формула, грубо говоря, 3,17,17, если брать по НПК. И фосфор в фосфитной форме. Может быть, кстати, оно тоже может быть даже лучше, чем просто старый добрый фитофос. Но если фитофосом можно было пользоваться, начиная там от созревания ягоды, грубо говоря, там с 1 августа, для каких кое-как регионов, для вызревания лозы, тут уже вот этот 3% уже вопрос. Там однозначно, на мой взгляд, лучше, конечно, экстрафос калий. Если вот этим я пользовался, начиная с 3-5 листка и до падения листка, то вот здесь вот этот азот меня уже немного напрягает в конце сезона. Сейчас это вообще шикарная формула. Вот начиная сейчас и там после цветения. У меня что-то соседи гуляют. Очень сильно гуляют, поэтому извините за звук. То есть вы теперь поняли. Еще раз повторюсь. Экстрафос калий 25-25 и там фосфор 25% в фосфитной форме. Старый добрый фитофос 25-25. Но фосфора 12,5 на 12,5 они разделили фосфаты и фосфиты. Фитофос 17-17. Фосфор фосфитный, плюс добавлен, про вот эти мелочи я уже не говорю, добавлен 3% азот. То есть вот такая вот моя... еще я себе дозаказал клон Плант, пока он еще есть, а то он то есть, то нет. Я когда-то осенью звонил, купить его не было. Они его как-то выпускают малыми партиями, и то не всегда. На постоянке, как я понял, его нет. У меня вот старый мой заканчивается, чуть-чуть осталось. Это, кстати, подарок от Тудора. Он мне его подарил в свое время. И я себе купил новый.
Мне он сейчас вот только нужен будет, причем мне вот этого, скорее всего, бы хватило на мои сейчас в мае там прививки черно-зеленая. Но в силу того, что он то есть, то его нет, то опять он есть, а то его нет, а то его весь раскупили, его выпускают очень малыми партиями. Поэтому я купил. У него срок годности 2 года. Так, здесь он выпущен 20 января. Вот видите, последняя партия 20 января. Однозначно это последняя партия, потому что он как-то выпускается очень редко. Поэтому я взял, чтобы не было сюрпризов. Потому что осень и летом я пытался его купить, не купил. Потом осенью пытался купить, не купил. Не было как-то... Потом недавно тоже как-то большую партию выкупил кто-то один человек. Его сделали 10 литров. И на заводе всего лишь 10 литров его сделали. И сразу он уехал к одному человеку. Все. Поэтому... Если кому надо, лучше... Я не советую, не слушайте. Но я вам скажу так. Я решил его сейчас взять, чтобы потом у меня не было сюрприза. Несмотря на то, что у него 2 года. Так что вот такие дела. У меня тут рядом стоял Quantum T80. Не знаю, на просторах интернета его не было. Что никто про него не рассказывал. Ну, расскажу я. Видите, начато, я им уже пользовался. По листу. Его можно как по листу и под корень, но разные эффекты получаются, по крайней мере, по описанию производителя. Во время жары, если по листу, во время жары, скажем так, это подвищенная стойкость растений до посухи. Также, ну, он как бы антистрессант. Если его еще вместе с аминомаксом, то усиливается эффект. Если его использовать под корень при проливе, то стимуляция роста корневой системы. Вот я его сейчас давал для... Ух ты, что тяжелые, не могу. Для саженцев. Вот он такого цвета, видите? Вот такого, не знаю, видно, не видно. Вот он. Уже полбанки, даже меньше. То есть... Я где-то давал. Не помню, сколько я давал. 30 миллилитров на 10 литров. Не. 30 миллилитров на 12 литров. У меня ведро 12 литров, поэтому 30 миллилитров для полива. То есть он... Короче, там про гормональные сполуки. Он включает вот эти вот корневые аминокислоты. Он включает насосы корневые. Заставляет их качать еще лучше. То есть вот так вот. Мало ли. Он просто здесь рядом стоял с фитофосом. Кстати, почему-то старый добрый фитофос. Я поставил новую посылку. Ну и напоследок покажу вам а-ля Геннадий Григорьевич. У меня вон 10 штук этих многодичных подвоях. Сделал прививки самых всяких вкусняшек, новинок. То есть у меня есть и саженцы такие вот, как обычно я делаю в стратификаторе на подвоях через стратификатор. А здесь я взял годичные подвои с корнями уже мощными, выкопал их и посадил прививки. В принципе, прививки я посадил где-то недели 1,5 назад. И вот они уже, в общем-то, проснулись. Давайте тут... Так, давайте отсюда начну. 10-й итум, джамбо. То есть они все вон просыпаются неделю назад. Ну, я же говорю, не помню, неделю или 1,5. Так, это Пристин на ES 1553. 9-й итум. Это на Феркале Starlight. Вот уже вот так вот. Это у нас 48-я шугра. Тоже в саженцах есть. Это у нас что-то на Феркале. Так, это вот Руби Роман. Видите, я взял зип-пакеты. Сейчас Руби Роман, который вот-вот должен рвануть. Вот он где-то вот-вот со дня на день рванет воск. Тут у нас
Вот видите, я взял zip-пакет, и тут вот влажная среда, классная. Это 53-я шугра, она уже рвет воск. Видите, вот место прививки. Яблочное сяево. То есть вот он во влажной такой среде все. Кстати, по поводу яблочного сяева, я удивлен потенциалу. Вот смотрите, я вам просто покажу, чтобы вы понимали. То есть вот одна гронка огромная будет и вторая. Так как корни мощные, в общем-то, для него, я, скорее всего, одну гронку оставлю. Но сама суть, что потенциал, я так понимаю, просто шикарный. Мощная какая-то штука. Очень мощная. И выдает огромную гронку. Кстати, пару саженцев яблочного сяева, по-моему. Вообще заказы уже практически прекращены. Но, по-моему, не по-моему, а пару саженцев еще осталось. Вот этот гронку дал, будет. Ну, а других пока не видно. То есть вот 10 штук. Также сидит здесь у меня на укоренении Кобер 5ББ, вот этот вот от Геннадия Григорьевича с сертификатом. Будем разводить с Европы. И Паулсон. То есть тоже будем разводить. У него вон там уже два, то есть тянуть их. Так что вот тут сидят ребята, ждут своей участи пересадки. Еще рано, не получается из-за погоды. Еще раз из-за погоды, смотрите, повторюсь. Позавчера в Одессе обещали плюс 6, плюс 5, было 0 градусов. Послезавтра или завтра обещают плюс 3 или плюс 4. Я так понимаю, что это тоже будет ниже. Соответственно, наблюдая за погодой в остальной части Украины, в общем, ситуация такая. Я для себя решил, и повторюсь, это точка. Вы не волнуйтесь, ни про кого я не забыл. Мне сегодня люди звонили. Вчера звонили, ни про кого я не забыл, но я считаю, и это, наверное, точка, что 12-15 числа, минимум 12, а то я вот для себя в настоящий момент решил 15 числа, для того, чтобы избежать всяких приколов. Погода сейчас непонятная, днем 15-20, а ночью 0 градусов. Во время дороги всякие приколы могут случиться и тому подобное, особенно на севере Украины. В общем, все я помню. На следующей неделе, может быть, на следующей неделе начну обзванивать. И, в принципе, рассчитывайте на 15 и позже. Всем удачи, жму ладонь.